Здравствуйте! С вами Елена Скуратова и прогноз-гороскоп на июль. Сегодня вы узнаете, что приготовили звезды в июле, 5 главных астрособытий месяца, которые никак нельзя пропустить, потому что они действительно очень важные, и, конечно же, гороскоп для вашего знака зодиака с рекомендациями по декадам и списком дат для начала важных дел, как благоприятных, так и тех, когда потребуется осторожность. Какие из важных тем поддерживает июль, какие лучше отложить на другой месяц, кому из знаков зодиака больше повезет и в каких вопросах. Во всем этом разберемся уже сегодня. Чтобы вам было удобно смотреть прогноз, не забудьте определить свой знак зодиака. Как это сделать, смотрите в отдельном видео «Как рассчитать свой гороскоп». Его можно найти в плейлисте «Школа астрологии. Бесплатный курс», и там очень много интересной и полезной информации. Как видите, сегодня вас ждет очень много интересного, так что смотрите это видео до конца. Итак, что же приготовили звезды в июле? Какая ключевая тема месяца? Влияние знака Рака, в котором большую часть месяца находится Солнце, поднимает вопросы семьи, отчизны и обращения к прошлому. Также знак Рака отвечает за дом, как в широком, так и узком смысле этого слова. До 11 июля Меркурий также будет идти по знаку Рака. Поэтому интеллекту порой могут мешать эмоции. И восприятие информации в эти дни может быть достаточно эмоциональным. Следовательно, не стоит торопиться принимать важных решений на эмоциях. Тем более, что уже с 1 июля Нептун в Рыбах отправился в ретроградное движение, что также добавляет неясности и может спровоцировать искажение восприятия информации. Поэтому важные задачи будут требовать терпения и тщательного планирования. Карма не дремлет, и в июле ось судьбы меняет знак, лунные узлы переходят в зону партнерства, Овен-Весы, что дает шанс на урегулирование конфликтов и кризисных ситуаций. И еще одно важное событие – это переход Венеры, планеты любви и финансов, в ретроградное движение. Как вы видите, июль – это очень важный месяц. В чем и когда нужно быть аккуратнее, кому повезет больше, об этом мы будем говорить дальше. Так что смотрите, какие же топ-5 важных событий приготовил июль. И первое важное событие месяца – это переход Нептуна, планеты иллюзий, в ретроградное движение. С 1 июля аж до 6 декабря Нептун будет двигаться ретроградно. В мифологии Нептун – это бог морей и океанов, а в астрологии он отвечает еще за землетрясения, за интуицию, за вдохновение, иллюзии, сновидения, также за ориентацию в пространстве. Поэтому вот в переходный период Нептун может провоцировать путаницу, когда можно буквально заблудиться в 3 соснах, как в прямом, так и в переносном значении. Поэтому в период ретроградного Нептуна особенно благоприятно заниматься саморазвитием, чтобы не сбиться с курса. Второе важное событие месяца – это полнолуние в знаке Козерога 3 июля. У этого дня нестабильный эмоциональный фон, поэтому важных дел на него планировать не стоит. Также полнолуние в Козероге поднимает вопросы ответственности и дисциплины. И в это время может открыться какая-то полная картина происходящего, тайное стать явным. Также это время, когда могут разрешиться вопросы, связанные с недвижимостью и землей. Постарайтесь в этот день найти баланс между отдыхом и работой и напишите свой список прощения за лунный месяц и сожгите его. Третье важное событие месяца – это переход оси судьбы, лунных узлов в новые знаки зодиака. Уже с 17 июля северный узел перейдет в знак Овна, а южный в знак Весы аж до 29 января 2025 года. Так как южный узел переходит в знак Весы, поэтому опираться мы будем на темы справедливости, партнерства, поиска равновесия и баланса. А в фокусе нашего внимания будут темы лидерства, активности, напора, амбиций, связанные с огненным Овном. Сильнее всего этот переход могут почувствовать Овны и Весы, а также те, в чьих гороскопах ось судьбы как раз в знаке Овен
и Весы. Обратите внимание, что в прошлый раз лунные узлы были на этой оси с декабря 2004 года по середину июля 2006 года. Поэтому что-то из того периода может дать о себе знать. Четвертое важное событие месяца – 17 июля, новолуние в знаке Рака. Это время, связанное с домом и семьей. Подумайте, насколько времени вы проводили со своими близкими, и запланируйте какие-то хорошие встречи и звонки. Подумайте также о том, что вы можете улучшить в своем жилье в наступающем лунном месяце. В том числе это хорошее время для того, чтобы сделать покупки для дома или запланировать ремонт и перестановки. И пятое важное событие месяца – это переход Венеры в знаке Льва с 23 июля и аж по 4 сентября в ретроградное движение. В период ретроградности Венеры рекомендуется быть аккуратнее в сфере денег и отношений. По возможности будьте аккуратнее, когда берете, например, деньги в долг или у вас просят деньги в долг, и когда происходят какие-то новые знакомства, новые отношения, либо заключаются договоры. То есть лучше все более так внимательно проверять. И это хороший период для того, чтобы заняться проработкой качеств Венеры. И на сайте LiveZen.ru есть статья, которая как раз этому посвящена. Итак, мы с вами обсудили 5 самых важных астрособытий месяца. И теперь мы переходим к прогнозу для каждого знака зодиака. Итак, что же приготовил июль для овнов? В июле для овнов энергии хватит на многое, и на дела, и на проекты. И трудолюбивые овны смогут уделить время и домашним хлопотам, связанным с обустройством, либо ремонтом. И при этом хороший момент для отдыха, который можно спланировать с близкими. Могут быть удачные поездки как по стране, так и за рубеж. Обязательно не забудьте посмотреть в этом видео про 5 важнейших астрособытий месяца и прочитать прогноз на сайте LiveZen.ru, где вы все узнаете подробно и сможете использовать для планирования. Во второй декаде июля овнам нужно быть внимательнее на работе. Многим из представителей этого знака придется разгребать завалы и даже решать проблемы, которые были вызваны недоработками коллег либо сотрудников. При этом есть риск столкнуться со сплетнями кого-то из окружения. Будьте начеку. Однако при этом многие запланированные дела и мероприятия будут проходить без проблем. В третьей декаде июля у овнов расходы могут носить приятный характер. Например, это могут быть какие-то хорошие покупки, траты на отдых, либо детей, или что-то, что может быть хорошим вкладом в вашу жизнь. В целом июль для овнов будет в финансовом плане вполне неплохим. Однако уделите внимание здоровью и постарайтесь побаловать себя чем-то приятным. Благоприятные дни месяца для овна: 2, 26 и 30 июля, и осторожность потребуется 6, 13, 20 и 28 числа. Если у вас есть вопросы по астропрогнозу, пожалуйста, пишите их в комментариях, я стараюсь всегда на них отвечать. А я желаю вам отличного месяца, счастливо, пока-пока. Итак, что же приготовил июль для тельцов? В июле тельцы могут сделать многое, тем более, что энергии достаточно и для работы, и для личной жизни. Не стоит упускать возможности, так как в июле у многих рожденных под знаком Телец есть шанс успешно реализовать свою мечту. При этом первая декада июля – это отличное время для многих профессиональных дел. Предприниматели и начальники могут наладить связи с коллегами из других городов и стран, отправиться в деловую поездку. Обязательно не забудьте посмотреть в этом видео про 5 важнейших астрособытий месяца и прочитать прогноз на сайте LiveZen.ru, где вы все узнаете подробно и сможете использовать для планирования. Во второй декаде июля у тельцов возможно восстановление связи с прежними партнерами, старыми друзьями, коллегами, а также удачные переговоры.
А для тех, кто работает по найму, покровительство Юпитера в знаке Тельца поможет проявить себя, появляется перспектива улучшить свое положение. Будьте особо внимательны в период с 20 по 23 июля. В это время возможны разногласия с какими-то статусными людьми и с вашими друзьями. И это те разногласия, которых будет лучше избежать. В третьей декаде июля у многих рожденных под знаком Тельца не исключена возможность заниматься вещами, связанными с недвижимостью, ремонтом, и сюрпризы могут какие-то подбросить ваши родственники. Уделите внимание своим близким и вторым половинкам. Благоприятные дни месяца для тельцов: 10, 14 и 25 июля. Осторожность потребуется 2 и 6 числа. Если у вас есть вопросы по астропрогнозу, пожалуйста, пишите их в комментариях. Я стараюсь всегда на них отвечать. А я желаю вам отличного месяца. Счастливо. Пока-пока. Итак, что же приготовил июль для близнецов? Июль для близнецов – это месяц активных действий, которые могут принести желаемые результаты. Первая декада июля обещает быть прибыльной и успешной в финансовом отношении. Близнецы с легкостью смогут решить практические вопросы, на чем-то сэкономить, что нужно приобрести, и с выгодой для себя. И ваша внутренняя энергия, ваша сила воли помогут вам достичь поставленных целей. Обязательно не забудьте посмотреть в этом видео про 5 важнейших астрособытий месяца и прочитать прогноз на сайте LifeZen.ru, где вы все узнаете подробно и сможете использовать для планирования. В начале второй декады июля у близнецов есть риск оказаться в зависимой ситуации, которую вы не можете контролировать. Однако в целом эта декада вполне успешна и может порадовать достижениями в сфере денег. И многие из рожденных под знаком близнецов могут рассчитывать на признание своих заслуг, причем не просто в виде спасибо, но и в денежном эквиваленте. И в третьей декаде июля многих из рожденных под знаком близнецы удастся решить денежные вопросы, но не всегда это получится сразу. Могут быть разногласия с коллегами из других городов или стран. Поэтому постарайтесь проявлять терпение и оценивать происходящее с точки зрения здравого смысла. А в конце месяца вас ожидают приятные поездки и интересное общение. Благоприятные дни месяца для близнецов: 6, 8, 13 и 25 июля. И осторожность потребуется 3, 10, 17 и 23 числа. Если у вас есть вопросы по астропрогнозу, пожалуйста, пишите их в комментариях. Я стараюсь всегда на них отвечать. А я желаю вам отличного месяца. Счастливо. Пока-пока. Итак, что же приготовил июль для раков? Этот месяц припас для вас много ярких моментов. И одна из важных тем июля – это общение. В июле многие раки будут решать вопросы, связанные с коллегами из других городов или стран. Возможно, возобновление прежнего сотрудничества и удачные контакты с партнерами. Первая декада месяца для многих раков будет позитивной и спокойной. Кто-то отправится в поездки, чтобы навестить родственников, кто-то просто найдет время для отдыха. Обязательно не забудьте посмотреть в этом видео про 5 важнейших астрособытий месяца и прочитать прогноз на сайте LifeZen.ru, где вы все узнаете подробно и сможете использовать для планирования. Вторая декада июля для раков – это время, когда в ваших делах могут принимать участие друзья или какие-то важные люди. Однако постарайтесь сразу расставить все точки над «и», особенно если речь идет о каких-то совместных деловых проектах, чтобы потом не было вопросов, кто что, куда, кому должен, не должен и так далее. И это поможет вам избежать дальнейших ненужных конфликтов. Третья декада месяца предупреждает раков о возможных конфликтах с коллегами, могут дать о себе какие-то нерешенные вопросы. Будьте аккуратнее с деньгами, особенно если планируете крупные покупки, так как есть риск таких чрезмерных трат.
Водителям и всем находящимся в пути в течение всего этого месяца следует быть аккуратнее, и особенно в третьей декаде месяца. Благоприятные дни месяца для рака – 7, 10, 16 июля, и осторожность потребуется 3, 5, 6, 17 и 20 числа. Если у вас есть вопросы по астропрогнозу, пожалуйста, пишите их в комментариях, я стараюсь всегда на них отвечать. А я желаю вам отличного месяца, счастливо, пока-пока. Итак, что же приготовил июль для львов? У львов впереди яркий месяц, который хорошо подходит для отдыха, для личной жизни. Однако не исключено, что понадобится и в дела погрузиться, которые пусть не сразу, но могут принести вам хороший результат, имеют достаточно серьезные перспективы. Благоприятно подумать о поездках с целью отвлечься от дел, и не лишним будет позаботиться о себе. Обязательно не забудьте посмотреть в этом видео про 5 важнейших астрособытий месяца и прочитать прогноз на сайте LifeZen.ru, где вы все узнаете подробно и сможете использовать для планирования. Во второй декаде июля львам может потребоваться окунуться в дела, до которых раньше не доходили руки, привести в порядок документы. В денежном плане месяц может быть противоречив. С одной стороны, деньги могут приходить достаточно регулярно, и крупные суммы могут прийти в первой половине месяца. Однако, с другой стороны, и расходы могут также расти. Третья декада июля для многих рожденных под знаком Льва – это время, когда придется рассчитываться по старым долгам и какие-то, может быть, делать покупки буквально в рамках еле-еле бюджета. Однако дела идут и деньги найдутся. Главное избегать нервных перегрузок и каких-то негативных эмоций. Хорошее время для того, чтобы провести его с близкими людьми и заняться самосовершенствованием. Благоприятные дни месяца для львов – 7, 12, 14, 20, 28 июля. Осторожность потребуется 3, 9, 17 и 21 числа. Если у вас есть вопросы по астропрогнозу, пожалуйста, пишите их в комментариях, я стараюсь всегда на них отвечать. А я желаю вам отличного месяца, счастливо, пока-пока. Итак, что же приготовил июль для дев? Для дев наступающий июль – это месяц, когда будет не лишним запастись терпением. В первой декаде июля внимание потребует практические вопросы и ситуации жизненные, которые будут заставлять вас задуматься о будущем, поработать на перспективу, рост и развитие. А те, кто планирует переезд или открытие дела в другом городе или стране, могут столкнуться в этот момент с трудностями. Обязательно не забудьте посмотреть в этом видео про 5 важнейших астрособытий месяца и прочитать прогноз на сайте LifeZen.ru, где вы все узнаете подробно и сможете использовать для планирования. В начале второй декады июля у многих рожденных под знаком Девы может возникнуть желание со всеми поспорить, покритиковать и как-то всем объяснить, как нужно правильно что-то делать. Но лучше этого делать не стоит и проявить сдержанность и благоразумие, особенно когда речь идет о каких-то больших финансах или каких-то ценностях. То есть это поможет вам избежать каких-то ссор и конфликтов, которые могут затянуться. В третьей декаде девам лучше также избегать прямых конфликтов уже с партнерами и начальниками. В противном случае ваши планы могут нарушиться. Так что постарайтесь запланировать на это время отдых, посвятите время себе и позвольте себе расслабиться. Благоприятные дни месяца для дев – 6, 8, 13 и 25 июля. И осторожность потребуется 3, 10, 17 и 23 числа. Если у вас есть вопросы по астропрогнозу, пожалуйста, пишите их в комментариях, я стараюсь всегда на них отвечать. А я желаю вам отличного месяца, счастливо, пока-пока. Итак, что же приготовил июль для весов? Для весов июль – это месяц, когда придется усердно потрудиться, несмотря на то, что хочется, конечно же, я думаю, многим отдохнуть.
И в первой декаде не лучшее время для каких-то смелых финансовых экспериментов, для того, чтобы совершать необдуманные крупные покупки. Могут возникнуть сложности, связанные с налогами, кредитами и страховками. Но в целом первая декада благоприятна для карьеры, для долгосрочных проектов, официальных мероприятий и деловых поездок. И многое может сложиться благодаря вашей тактичности и умению строить отношения. Обязательно не забудьте посмотреть в этом видео про 5 важнейших астрособытий месяца и прочитать прогноз на сайте LifeZen.ru, где вы все узнаете подробно и сможете использовать для планирования. Во второй декаде июля многим из рожденных под знаком Весы придется вовлекаться в самые разнообразные дела и задачи. И это могут быть какие-то срочные вопросы, которые нужно решать прямо сейчас, так и проекты, связанные с заделом на будущее. Обустройство дома, квартиры или дачи, покупка какой-то недвижимости, ремонт – все эти вопросы могут быть особенно актуальны. А в некоторых случаях это могут быть вопросы, связанные с переездом в другой город или страну. В третьей декаде июля весам нужно держать руку на пульсе событий и заручиться поддержкой друзей и сторонников. Именно к этому призывает вас Сатурн в знаке Рыбы. А еще вас ждут друзья, интересные события, какие-то новые знакомства и увлекательные поездки. Благоприятные дни месяца для весов 10, 14 и 25 июля. И осторожность потребуется 2 и 6 числа. Если у вас есть вопросы по астропрогнозу, пожалуйста, пишите их в комментариях. Я стараюсь всегда на них отвечать. А я желаю вам отличного месяца. Счастливо. Пока-пока. Итак, что же приготовил июль для скорпионов? Этот месяц важных событий и активностей. И в первой декаде июля для многих скорпионов что-то может пойти не по плану. То есть это могут быть какие-то небольшие задачи и дела до тех событий и каких-то вещей, в которых вы были вполне себе уверены. И вам порой может не хватать энергии или благополучного стечения обстоятельств для того, чтобы вовремя все это исправить. Однако постарайтесь, самое главное, избежать конфликтов и настраивайтесь на позитив. Обязательно не забудьте посмотреть в этом видео про 5 важнейших астрособытий месяца и прочитать прогноз на сайте LifeZen.ru, где вы все узнаете подробно и сможете использовать для планирования. Во второй декаде июля скорпионы могут отправиться в поездки, которые пройдут удачно. Предприниматели и начальники могут связаться с партнерами или коллегами из других городов или стран, могут возобновиться какие-то старые контакты или появиться новые. А для служащих есть возможность обсудить вопросы новой работы, либо повышения или улучшения условий на текущем месте. Третья декада июля для скорпионов – это не лучшее время для того, чтобы отправляться в дальнюю дорогу, заключать важные договоры и принимать серьезные решения в делах, особенно связанных за границей, какими-то образовательными проектами или юридическими вопросами. И ищите в делах компромисс. Благоприятные дни месяца для скорпионов – 8 и 13 июля. Осторожность потребуется 21, 22 и 25 числа. Если у вас есть вопросы по астропрогнозу, пожалуйста, пишите их в комментариях. Я стараюсь всегда на них отвечать. А я желаю вам отличного месяца. Счастливо. Пока-пока. Итак, что же приготовил июль для стрельцов? Для стрельцов в июле пришло время позволить себе немножко притормозить, отдохнуть и позаботиться о себе. Первая декада месяца для вас – это время составить планы, взглянуть трезво на все свои задачи и в том числе на собственные эмоции. И главная задача – это обрести душевное спокойствие и посмотреть на многие вопросы своей жизни как будто со стороны.
Обязательно не забудьте посмотреть в этом видео про 5 важнейших астрособытий месяца и прочитать прогноз на сайте LifeZen.ru, где вы все узнаете подробно и сможете использовать для планирования. Во второй декаде июля многим из рожденных под знаком Стрельца нужно будет посвятить время организационной работе. Это хороший период для оформления финансовых документов, сдачи отчетности. Однако в чем-то, возможно, придется притормозить, где-то что-то отступить, что-то переделать. То есть, возможно, какое-то небольшое торможение в делах. А вот третья декада июля для стрельцов – это уже время профессиональных успехов и активного продвижения к поставленным целям. Однако берегите себя и соблюдайте баланс между работой и личной жизнью. Подумайте о себе, запланируйте отдых. Благоприятные дни месяца для стрельцов – 3, 7, 16 и 21 июля, и осторожность потребуется 5, 17 и 26 числа. Если у вас есть вопросы по астропрогнозу, пожалуйста, пишите их в комментариях, я стараюсь всегда на них отвечать. А я желаю вам отличного месяца, счастливо, пока-пока! Итак, что же приготовил июль для козерогов? Для козерогов июль – это месяц активный, требующий внимания и к делам, и к личной жизни. В первой декаде июля у многих рожденных под знаком Козерога дела будут идти благополучно, без задержек и всяких проблем. Могут возобновиться контакты с коллегами и партнерами из других городов и стран. Имеет смысл объединять усилия, действовать совместно. И также это хорошее время для культурных программ и каких-то совместных поездок. Обязательно не забудьте посмотреть в этом видео про 5 важнейших астрособытий месяца и прочитать прогноз на сайте LifeZen.ru, где вы все узнаете подробно и сможете использовать для планирования. Вторая декада июля для козерогов – это время, когда можно спокойно проводить переговоры, обмениваться информацией, заниматься обучением и саморазвитием. Для денег достаточно неплохой период, и они будут приходить, и расходы тоже будут, но без каких-то крупных и неожиданных ситуаций. В третьей декаде июля для рожденных под знаком Козерога важна аккуратность в делах, так как могут возникать спорные моменты. И не исключены какие-то конфликты интересов, переутомление из-за того, что нужно делать все и сразу. Поэтому обязательно продумывайте заранее варианты, особенно если вы отправляетесь в дорогу, потому что вероятность травм и аварий повышается. И обязательно запланируйте отдых, побалуйте себя, дайте себе время для того, чтобы расслабиться и отвлечься от дел. Благоприятные дни месяца для козерогов 11, 16 и 30 июля. Осторожность потребуется 13, 20 и 21 числа. Если у вас есть вопросы по астропрогнозу, пожалуйста, пишите их в комментариях, я стараюсь всегда на них отвечать. А я желаю вам отличного месяца, счастливо, пока-пока! Итак, что же приготовил июль для водолеев? Для водолеев июль – это деловой и практичный месяц. И даже если вам придется сталкиваться с какими-то событиями, которые могут вызывать у вас эмоции, могут вас удивлять или раздражать, не стоит принимать в связи с этим каких-то поспешных решений или слишком остро реагировать. Обратите внимание на вопросы, связанные с недвижимостью, ремонтом, строительством или переездом. Обязательно не забудьте посмотреть в этом видео про 5 важнейших астрособытий месяца и прочитать прогноз на сайте LifeZen.ru, где вы все узнаете подробно и сможете использовать для планирования. Во второй декаде июля водолеи смогут уделить время полезным вещам, привести в порядок то, что вы считаете нужным, и позаботиться о своем здоровье. Руководители и предприниматели могут рассчитывать на поддержку сотрудников, а те, кто работает служащими, могут почувствовать поддержку коллег. Вопросы расширения дела и старта каких-то новых задач, новых проектов могут получить поддержку. В
В третьей декаде июля водолеи могут столкнуться с какими-то ссорами и спорами на работе, в том числе из-за денег, либо из-за каких-то других материальных вопросов. Поэтому будьте аккуратней и позаботьтесь о себе, уделите время отдыху и постарайтесь не поддаваться стрессу. Благоприятные дни месяца для водолеев – 6, 14, 22 и 31 июля. И осторожность потребуется 2, 5, 23 и 27 числа. Если у вас есть вопросы по астропрогнозу, пожалуйста, пишите их в комментариях. Я стараюсь всегда на них отвечать. А я желаю вам отличного месяца. Счастливо. Пока-пока. Итак, что же приготовил июль для рыб? Этот месяц может порадовать рыб поводами для хорошего настроения, творческими какими-то порывами, вдохновением и возможностями. И первая декада июля больше подходит для отдыха, чем для напряженной работы. Ну и за исключением тех людей, чья работа связана как раз с творчеством и самовыражением, которые благодаря вдохновению смогут добиться отличных результатов, в том числе в деньгах. Обязательно не забудьте посмотреть в этом видео про 5 важнейших астрособытий месяца и прочитать прогноз на сайте LifeZen.ru, где вы все узнаете подробно и сможете использовать для планирования. Вторая декада для многих рыб – это время, когда можно восстановить какие-то старые связи, возобновить общение с коллегами из других городов или стран. И, возможно, придется пересматривать какие-то рабочие вопросы и согласовывать новые условия. Но при этом будет хорошим решением отправиться на отдых, отправиться в поездку, которая может пройти вполне удачно. В третьей декаде июля предпринимателям и руководителям нужно будет более ответственно проверять работу сотрудников. Это убережет от ошибок и недоразумений. А служащим стоит обратить внимание на работу с цифрами и документами, так как есть риск столкнуться с ошибками и какими-то упущениями. Также возможны какие-то конфликты в рабочих коллективах, поэтому старайтесь сохранять нейтралитет. В итоге так будет лучше. Благоприятные дни месяца для рыб 4, 9, 20 и 27 июля. И осторожность потребуется 2 и 29 числа. Если у вас есть вопросы по астропрогнозу, пожалуйста, пишите их в комментариях. Я стараюсь всегда на них отвечать. А я желаю вам отличного месяца. Счастливо. Пока-пока.